Мне обязательно нужно откладывать, мне обязательно нужно, чтобы у меня была подушка безопасности. И так было даже, когда я зарабатывала 7 тысяч рублей в колл-центре в месяц. Я сучка консюмерская. Люблю я деньги тратить. Жизнь одна, ебать, что я должен копить? На тот свет эти деньги ебучие не заберу. К хиатору с этим пошла. Ёб твою мать, это ящерица. Ну да. Скидку мы делать не будем, потому что спрос большой. Мы такие. Мы как-то подстроились, мне кажется, со временем друг к другу. Да, блядь, нихуя мы не подстроились. Ну, привет. Меня зовут Наташа Ви. Юрий Ви. Сказки для крипов. Видеоподкаст. Наташа, о чем мы сегодня будем разговаривать? Сегодня мы хотели бы поговорить на более обыкновенную тему о бюджете и о быте в эмиграции, о том, как мы на это реагируем, о том, как мы с этим справляемся, о том, какие проблемы возникают и так далее. То есть Об этом нас спросил мой подписчик. Вот. И мы сегодня не будем криповать. Ты думаешь? Ну, чуть-чуть. Немножечко. Ну, наверное. Немножечко Без этого кринжа не и получится, я криповости. думаю. Хорошо. Наверное, начнем с бюджета. Ну как же без денег? Без них, в смысле. Никуда без них нельзя. Я помню первый раз, когда у нас был совместный бюджет, это был 2010 год. 10-й. 10-й год, да, мы встречались меньше года. Really? Really? Да. И мы поехали вдвоем в поездку в Египет на 2 недели. И я помню, что да, мы заплатили за эту поездку пополам, и мы скинули денег в общак тогда по $500. Денег было больше, чем нужно было на эту поездку, поэтому мы все то лето жили на общие деньги. Но это было довольно странно, что нам было комфортно всегда жить с общим бюджетом, потому что отношение к деньгам у нас вообще абсолютно разное. То есть... Абсолютно прям? Ну, достаточно разное, да. Но если абсолютно, это сложно как-то добиваться общих целей, ты не находишь? Мне кажется, да. Если абсолютно разное, то ты просто не будешь жить с человеком. Так не абсолютно получается. Мы набрехали? Ну да, достаточно разное. У меня, допустим, вся моя семья воспитывала меня с самого детства, что нужно копить деньги, что нужна стабильность и прочее, прочее. И поэтому я работала с первого курса. А Юра не работал. Я зарабатывала, и эти деньги не тратила практически. Допустим, вот Юре очень нравилось ходить в кафе, когда мы были студентами. Мне это абсолютно не нравилось, потому что, платили мы каждый за себя. Для меня было неприемлемо, чтобы за меня платили. Как удобно, подумал Юра. Да. Вот, но при этом я, допустим, не хотела тратить эти деньги, потому что я всегда зарабатывала, я тратила по минимуму, вот только там, допустим, на, там, я не знаю, необходимую еду. Для меня это была 1 булка в день, необходимая еда. И все остальные деньги я откладывала, допустим, на поездки там, и так далее. Юра, наоборот, Юра мотивирует какие-то покупки, какие-то походы куда-то. Меня не демотивирует. То есть, если я, допустим... Ну, дурила, подумал Юра. Да, то есть, если, допустим, трачу вдруг, и мне кажется, что я трачу все, что я зарабатываю, для меня это уже просто какая-то катастрофа. Мне обязательно нужно откладывать, мне обязательно нужно, чтобы у меня была подушка безопасности. И так было даже, когда я зарабатывала 7 тысяч рублей в колл-центре в месяц. Из этих денег мне обязательно нужно было минимум 2000 в месяц откладывать. Если я не откладывала, то мне казалось, что ужасное происходит, да. Попрошу, это сколько, 20% от зарплаты? Да. Даже больше? Да. Ебанешься? Да. Потому что это гарантировало мне, что я куда-то поеду летом в отпуск. Я сама, то есть как бы это был мой бюджет. Damn, boy. Да, у Юры совсем другое отношение к этому, но при этом, да, вот ты сказал... Elaborate будешь, какое у меня отношение, ты говоришь кого-то, какое-то совсем другое, а какое? Ты сам, может, расскажи? Могу сам рассказать, как ты закончишь, хорошо. В смысле, прямо сейчас? Нет, сейчас не готов. Давай рассказывай. Я сучка консюмерская. Люблю я деньги тратить. Не все, как Наташа, как могло показаться с Наташиных слов, я люблю тратить деньги на те вещи, которые приносят удовольствие. Иногда на те вещи, которые не очень приносят удовольствие, но я стараюсь поменьше делать. То есть для меня деньги — это инструмент, который ты
используешь для получения, для достижения целей. Одна из них удовольствие, я уже сказал. Второе, там, инструмент для покупки инструментов, например, гитары, дорогостоящих инструментов. Для улучшения качества жизни. Например, там, я знаю людей, которые могут купить себе хороший, неплохой дом и обставить его мебелью из Икеи. У меня прям плохо мне, когда это вижу. Ну, потому что я лучше куплю себе дом похуже, но чтобы мебель была стильная. Ну, более-менее. Хотя никто не говорит, что я больше часто в своей жизни покупаю мебель из Икеи. Во-первых, для многих людей мебель из Икеи не такая уж и дешевая. Да, Начнем вот я с тоже этого, сейчас блядь. подумала, Начнем что с этого. все скажут, Начнем что с ты этого, блядь. зажрался. Вот, да. Ну, то есть, просто когда я переехал в другие страны, когда смотрел, что мебель не только из Икеи может быть как бы дорогая, когда уж подрос относительно своего и заработка, и, в принципе, понимания жизни, что Икея это далеко, блядь, не самая крутая мебель, которую могут себе люди позволить. Это скорее обычная мебель. Вот. Мне нравится стиль, вот, чтобы был. Что домой приходить было не грустно, не скучно. Я до сих пор помню, у меня, блядь, стоял в съемной квартире просто ебанейший стол за 10 тысяч рублей, он был абсолютно хуёвый. Нет, Вот. за 10 тысяч рублей был стол и шкаф. Стол был за 5. Да, тем более, еще дешевле. Ну, то есть было довольно ебано. Неважно. В общем, на разных этапах жизни просто мы просто пытаясь впихнуть огромные там жизненные промежутки, 10 лет, 15 лет, да, в какой-то короткий формат. Но в целом всегда деньги это был элемент достижения чего-то. И если денег нет, а такое тоже бывало, то, ну, в запасе. Наташа, например, любит откладывать, а не откладывали. Наташа, например, было не очень, прям не очень. А я просто пытался найти некие костыли, обходить, ну, workarounds, как это по-русски? Ну, костыль так и Ну, есть. костыль, да, костыль. Для того, чтобы я все еще сохранял баланс получения удовольствия и нашел компромисс там с Наташей с этим во всем. Ну и у нас была ситуация, которую мы используем часто, это типа не экономить стараться, а зарабатывать больше. Блять, не всегда получается, да? Что уж там, жизнь разная бывает. Но все-таки главная идеология это именно это. Собственно, именно поэтому я стал заниматься своими проектами и музыкой, потому что я понимал то, что вот именно навсегда решить проблему денег для жизни, да, это там для меня, как казалось мне, можно только тогда, когда ты горишь делом, чем ты занимаешься, да, и у тебя есть мотивация долгим сроком, на долгий срок этим заниматься. Вот. И я искал вот эту вот некую вещь, которая может мне помочь overcome проблему поиска достаточного количества денег для обеспечения всех своих хотелок и нужд. У Наташи хотелки недостаточно лимитированные. В основном это путешествия. Вот. Как-то так. Казалось бы, да, у нас очень разное отношение к деньгам. И меня саму очень удивило, что нам было комфортно с общим бюджетом вот в тот момент. И, наверное, почему нам было комфортно, потому что в какой-то момент, вот когда у нас появился реально бюджет общий, я поняла, что, наверное, я могу доверять Юре, что он его не потратит При полностью. всем своем стремлении потратить бабки. Люблю их. Я не то, чтобы я транжира адовый. У меня есть ризонинг какой-то, да, я не буду там непомерно залезать в кредиты, чтобы что-то купить, прям, потому что не могу остановиться. Но и при этом там, чем себе отказывать, я тоже, блядь, не собираюсь. Вот. Жизнь одна, ебать, что я должен, блядь, копить? На тот свет эти деньги ебучие не заберу. Вот. Не, я помню, что когда мы только познакомились, меня реально пугало, что тебе могли, допустим, родители дать денег на месяц, и ты мог их спустить за пару дней. И вот я реально в тот момент тоже думала вообще, насколько я хочу с этим человеком встречаться. Меня это очень сильно пугало. И вот когда мы первый раз поехали с тобой тогда в отпуск, и я увидела, что ты вроде не спускаешь все наши деньги в первые же дни, мне стало спокойнее. И на самом деле... И в отпуске мы с тобой потратили очень мало. $500 в первом отпуске на духи. Нет, мы потратили... 15 тысяч рублей. $100 это $500 на духи. Нет, это было $500, Наташа, разве нет? У нас всего было по $500, у нас всего было $150. Прошу прощения, это мы в другом отпуске потратили $500 на аюрведу. Это, блядь, на Цейлоне было, на Шри-Ланке, блядь. Ну, короче, $150 я потратил на духи, чтобы, блядь, большие деньги для меня были как студента. И это было говно ебаное, конечно же, наебало для туристов.
Но, справедливости ради, Наташа там была, и ей тоже лапшу на уши повешали, и она не особо сопротивлялась. Я что-то взяла за $10, я помню. А ты взял, типа... Ой, блядь, ну начинается. Ну хорошо, хорошо. Не, это Ладно. правда было так, но, по крайней Оплошность. мере, я в тот момент думала, что, окей, уже практически весь отпуск прошел, Юра не спустил наши деньги, и я была этому рада, поэтому мне было, ну, так, поднасрать в тот момент. Но да, но при этом я была удивлена, я помню, когда мы стали действительно копить на какие-то большие покупки типа недвижки, там первую свою квартиру мы купили в Литве тогда, помню, что в какой-то момент... Марика, по-моему, понимаю, в 2013 году мы поженились, то есть спустя 3 года мы первую недвижимость купили. Да, Вот. да, все верно. В ипотеку, само собой. Ну и там было достаточно много денег, которые мы положили в первоначальный взнос из тех денег, которые нам родители дарили Ну, на грубо свадьбу. говоря, 30% было у нас, 30% дали родители Наташи, 30% мои, плюс-минус. Да. Ну, и я помню, что недвижка это была прям такая покупка, которая хотелось нам обоим. Но опять же, мне было довольно страшно, что мы просто не накопим на первоначальный взнос изначально. То есть я знала, что если я буду одна, я накоплю. А вот то, что Ну, когда блядь. мы вместе, мне действительно было страшно. И я помню, что еще мы ругались на эту тему из-за того, что мы были глупыми и не умели друг с другом разговаривать. Это вызывало много конфликтов, поэтому вот эту вот тему бюджета я в какие-то моменты старалась вообще не заводить. Но я помню, что вот было, наверное, год 15-й, когда мы уже переехали в Литву и стали, ну, всерьез задумываться о том, что мы купим квартиру. Я помню, что меня удивило, когда тоже я как-то сказала о том, что мне тревожно, и ты взял, нарисовал табличку. Что я про это и говорю. Вот пиздит как дышит, мне кажется, иногда. Я вот буквально недельку назад рылся у себя в документах и нашел эту ебучую табличку, где я там Ну. все писал, это все Так я и откладывал. говорю. Я копить деньги, блядь, любил пиздец. Разве не? Что ты тут Да, рассказываешь? только я этого не знала. Как не знал? Ну, вот Я так тебе не не рассказывал? знала. Нет. Для меня вот это Пом-пом-пом-пом. было прям откровение в 15-м году, Я, блядь, когда... обожал ебаные таблички рисовать, там, как прогнозировать жизнь, что я там все куплю через 5-10 лет и прочее, и там 2-3 года, 4, 1, 2. Пол. Ну, Скоро. окей, хорошо, окей. Ну, я говорю, я узнала об этом только в 15-м году, потому что до этого Юры деньги не водились. У тебя были какие-то деньги, они довольно быстро спускались. Ой, в смысле у тебя, у нас, блядь. Мы с тобой поженились в 13 году, снимали, значит... С 12-го. 12, С ну 12-го да, мы года мы вместе. в смысле у тебя, если у нас совместный бюджет, как он может быть у меня? Карл, Ну да. Кстати, да. Кстати, ты мы меня немножко... тут чернишь, Ну, дефамацию. наверное. Как говорят американцы, я тебя засужу за дефамацию. Вот. Это неправда. Я сейчас скажу, она пиздит. Это нормально. Расскажи. Вот. Не совсем так. Я-то как раз-таки... У меня вот все очень четкий план всегда был в жизни. Я знал, что я хочу к 30 годам переехать в Новую Зеландию. Не получилось. Но получилось 32 года и в США, но тоже, типа, у меня всегда был... Я к этому шел. То есть у меня был план к 30 годам жить в стране третьего мира. Почему Новую Зеландию? Вы не поверите, что там... Жить в стране третьего мира? Блядь, первого. Сука, первого. 30... Ну, получилось. Первого мира к 30 годам, а Новая Зеландия, потому что там «Хоббиты» снимали. Вот, очень нравилось. Кстати, мне кажется, что это не политкорректная уже эта тема с «Хоббитом»? третьим миром и с первым миром. Почему не политкорректные? Ну, потому что не называют так больше А как страны. называют? Отсталые? Простите. А как называют? Развивающиеся? Ну, развитый, Развитые, развивающийся. хорошо. Да. Развитые, Я хотел жить в развивающем. Демократический нет. Почему? Есть, например, Китай, он не демократический, Ну он да. достаточно развитый, разве нет? Нет, не он развивающаяся явно страна? не развитый, потому что... Так, стоп. Я не хочу социальный кредит терять в случае чего. Наташа мне потом отдельно расскажет в своем отдельном видео. Не, я думаю, Я не- развитые страны это те, у шучу. кого ВВП уже так сильно не растет, как в Китае. Ну и хуй с ним. Короче, неважно. Факт то, что я любил считать деньги. Вот. И не знаю, что я их не любил тратить. Я хотел откладывать на какие-то вещи, потому что я хотел дом, озеро. У меня до сих пор есть мечта. Это я не считаю, что это целью жизни, это просто некая просто финансовая мечта, это домик у озера. Вот. Проблема в том, что чем дальше я забираюсь на запад, тем дороже этот ебаный домик у озера стоит. Вот. Если в Литве можно было уложиться, там, не знаю, 1300
что до хера для Литвы, между прочим, как бы, блядь, мое почтение, вот, но там 350-300 Евро, в смысле. евро, что очень много так-то, блядь. Хотя в Литве сейчас недвижку там за 1,5 ляма видел, что там цены выросли. А здесь еще дороже, короче. Вот. А еще если в городе, то это спокойно 1,5 ляма 2 минимум доставай. Для того, чтобы домик на первой береговой линии. И это было не так далеко от Сиэтла, например. К сожалению, 2 ляма, изи. Вот. Так что проблемки. Но, тем не менее, план у меня долгосрочный всегда был, и я к нему шел. Мне кажется, поэтому Наташа про это забыла. Кстати, хули она про это забыла, возможно, она хочет что-то обсудить после видео. Вот. Нет, я думаю, что я просто в это не верила, потому что у меня не было подтверждения того, что... Вот когда мы купили первую квартиру, наверное, вот тогда я более-менее успокоилась. А я верил в сам себя. Вот. И я люблю писать таблицы и планированием заниматься. Соответственно, мы об этом чуть попозже скажем, про планирование, про наши отношения там на долгий срок. Мне всегда хотелось видеть картину себя через 3-5 лет, где я буду, как я буду, что я буду и так далее. Оно не всегда сходилось, не всегда срабатывало, но так вот если брать фундаментально, я там достигал того, чего хотел, задержкой максимум на год, на 2. Что в целом, если про жизнь говорить, это довольно неплохо, как мне кажется. Потому что если ты ровно вот в год или раньше, это, блядь, ты пацан к успеху пришел. Жизнь просто меняет, там, ковиды случаются и прочие вещи, война, в конце концов, и несложно предсказать. Поэтому, когда там 1-2 года, это, считаю, неплохо. Финансово тоже. Хоть я и могу потратить какие-то вещи, но я знаю, например, что сейчас я куплю дорогую вещь. Она мне сильно поднимет настроение, сильно бустанет мое качество жизни, соответственно, я буду лучше работать, более эффективно буду стремиться к своей цели. И вот, потому что меня вещи мотивируют, что я консюмерская сучка. Вот. А меня, кстати, демотивируют вещи, потому что если я покупаю что-то, что я чувствую, что я покупаю не по бюджету, то меня действительно начинает багить. Меня просто вот, на несколько недель меня раздалбивает мысль о том, что я купила что-то, что, возможно, а если я заболею, у меня не будет, денег потом, а я купила себе какую-то херню и так далее. Меня это очень сильно демотивирует, наоборот. И вот, кстати, да, у тебя есть эта вот любовь к планированию и к табличкам. Я это делала на работе, когда я работала финансовым аналитиком, но абсолютно не любила делать в жизни. У меня, наоборот, по жизни такая идея, что, делай, что должно, и все сложится. Я прикладываю максимум своих усилий и не планирую, потому что мне кажется, что очень часто в нашей жизни получалось так, что получалось даже лучше или как-то неожиданно по сравнению с тем, что я могла бы вообще себе распланировать. И поэтому, да, то есть у меня есть тоже в голове там какие-то сроки, да, допустим, там купить дом в течение 3 лет или там через 5 лет и так далее. Но вот именно расписывание табличек мне не нравится, потому что мне кажется, что табличками я создаю какое-то ожидание. Вот у меня, знаешь, по жизни девиз, что низкие ожидания приведут тебя к успеху. Потому что когда у тебя максимально заниженные ожидания, у тебя все, что происходит, оно радует тебя, да? Когда ты выставляешь себе какие-то ожидания и что-то идет не по плану, вот это меня тоже демотивирует. Вот ты говоришь с задержкой на год, на 2, ты что-то делаешь, исполняешь свой план, и это нормально на масштабе всей жизни, однозначно нормально. Но, допустим, меня бы это очень сильно демотивировало, когда я ставлю какую-то цель и, допустим, ее не добиваюсь. Поэтому, да, вот у меня, кстати, наверное, по жизни я бы не сказала, что вообще есть цели. То есть у меня есть вот задача. У меня есть задача, которую я исполняю. Да, допустим, там в карьерном плане у меня там есть задача стать техническим продакт-менеджером. Я ее постепенно исполняю. У меня нет цели. У меня нет цели купить дом, допустим, и так далее. У меня есть задача, накопить деньги. Все очень просто. Делаем мы выводы из этого. Все какие? Мы с Наташей 2 разных человека. Но при этом мы имеем сходные, видимо, видения жизни. Не только это. И при этом всей разности мы позволяем уважать, не позволяем, в смысле, мы уважаем интересы друг друга. Наташа понимает, что мне сейчас это нужно,
нужно ему это дать. Вот. Потому что если ему это не дать, он, выбьет мозги себе и ей, нам. Вот. А Б будет несчастный. Она не хочет видеть партнера несчастным, поэтому она, Наташа, идет мне на поводу, хотя ей, возможно, это не нравится. То же самое, когда мне, например, когда я чувствую, что сейчас я очень хочу, но я могу себе это, убавить, чтобы Наташе было комфортнее. Я могу. Потому что, например, мне нужно было купить пианино, да? Пианино я хотел сразу нормальное. Потому что я знаю разницу, я догадывался, что разница в клавишах это большая вещь. То есть насколько они пустотелые или там у них вес есть. Вот. Но я знал прекрасно, что Наташе не понравится, если я ёбну там дорогой пианино, цифровой синтезатор, неважно. Вот. И я убавил интерес и выбрался максимально то, что мне по потолку удовольствия и функционала. Там, да? Ну, ты, кстати, говорил, что его по размеру выбирал. И нет? по размеру я могу другие по размеру выбирать, более классные. Или мог и то взять. В конце концов, одно на вынос, как у меня с гитарой, одна гитара для путешествия, другая гитара для игры. Вот. Но я так не стал делать, что уважил Наташу. Хотя мог додавить, и я знаю, что если бы я додавил, получил бы это. Но я не стал. Вот. Это уважение интересно друг друга. Второе – это общее видение того, что вы хотите деньгами делать. Если один человек хочет потратить все деньги на новую машину, а другой вообще, блядь, ее не водит, но это прям важно. Купить М5 или М3 или X7, вот и все. В жизни он это получит. А другому вообще срать на машины. Это нормально, если один получает X7, да? Но если это какие-то серьезные ужимки с бюджетом, правильно? Кредит, обязательства. Ну да. Это и одному это вообще не нужно, нахуй не нужно, да? То это проблема. Соответственно, Наташа не хотела таунхаус, и дом она не хотела. Ей квартира была вот так. А я ей постоянно, что я хочу дом. Дом. Вот нужен дом мне. И мы купили, блядь, дом. Но мы не купили тот дом, который я хотел. Мы купили тот дом, который Наташа бы очень сильно устроил. Вот, таунхаус, не дом. Нет этого ярда, он меньше, и соседи другие. Но мы мы же не в центре, в смысле, мы живем в городе, мы живем в Сиэтле, не в пригороде Сиэтла, где я бы хотел жить, и там бы был полноценный дом, где я мог себе нормальную студию отбахать, поставить себе кучу инструментов, у Наташи была бы там своя танцевальная студия, спортзал, все, что хочешь. Но это было бы 40 минут на машине до центра, 25 километров, 30 километров даже, наверное, может даже больше, 40 километров. Вот. Наверное, да. Сейчас мы живем, 40 километров. Сейчас мы живем, Наташа 30 минут на автобусе доехала до центра и готова. И это все еще Сиэтл. Вот. То есть общие цели, уважение, и ты consistently, постоянно не совершаешь тупую хуйню. Например, не вкладываешь все деньги в биткоины. Хотя кто-то на этом заработал, но большинство людей, мне кажется, все-таки проебалось на криптовалюте. То есть есть вещи, когда ты хочешь что-то рискованное сделать, это, во-первых, обсуждение конкретное. У тебя есть все за и против, и вы оба совершаете этот поступок. Что нет одного человека, ты принял это решение, ты за него всю 100% принимаешь ответственность, и потом что-то не так, я тебя, блядь, пилю до конца жизни, что все наши деньги проебал, долбоёб. Да. Мы таких решений просто не принимаем. Если, например, мне бы хотелось вложиться куда-то очень рискованное, сказал Юрий и вспоминает свой бизнес с 17 по 19 году, где я проебал кучу денег, блядь, на бизнесе. Но мы принимали это решение совместное, правильно? И ты, и я, мы вместе обсуждали, что я занимаюсь очень рискованным IT-бизнесом, что есть шанс, что я нихуя не заработаю, и я нихуя не заработал. Я все проебал. Но я научился куче вещей и стал от этого человеком, который точно знает, что он хочет от жизни. Еще уточнил, что мне нужно. И скалировал все свои проекты, уменьшил их до того момента, где я могу с ними, получить удовольствие, результат и научиться чему-то новому. Музыка. Вот. До этого я занимался писательством, играми, видеоиграми, производством видеоигр. На компанию, потом на себя. Мой первый путь. Книги писал. Ни одну пока еще не закончил, но пишу. А песен написал ебаную тьму. Вот. И 4 песни записал с продюсером. Совершенно, то есть, меньше, чем любая книга или игра. Объем работы. Хотя с продюсером мы писали одну мою песню полгода. Но результат, он налицо, его можно послушать, он здесь, я могу с ним что-то сделать.
дальше идти с ним как-то. Вот. Уважение. Первое. Второе – это возможность пойти на уступки ради своего партнера. И третье – никогда не принимать решение, на котором ответственность только на одном человеке. И вообще, в принципе, тупые решения с деньгами. Ну, у нас, кстати, даже всегда была сумма, больше которой мы обсуждаем покупку. Ну, сейчас это $200, насколько я понимаю, да? Больше $200 мы все-таки предупреждаем друг друга о покупках. Ну да. Ну, типа это... В Литве это было меньше. Ну, Там, когда мы были студентами, было еще меньше. Конечно. Сумма меняется. Просто в зависимости от того, какой сейчас заработок, доход, типа сумма растет, падает, она волатильная. Но при этом я помню, что меня бесило, когда Юра в какой-то момент начал у меня спрашивать, можно ли мне потратить эти деньги. Для меня это звучало как перевешивание ответственности. То есть он хочет что-то купить, а я должна это одобрять или нет. То есть у меня была какая-то вообще, как мамкой себя чувствовала в этой ситуации. И меня это очень сильно бесило. Но при этом я абсолютно согласна с тем, что предупреждать друг друга нужно. Ну и серии сейчас мы просто уведомляем друг друга. И второй человек может сказать, если ему что-то не нравится. Но это не значит, что я не могу Наташу спросить. Ну типа, Наташа, я покупаю яхту за $300 000 в кредит. Можно же, я же не могу спрашивать, я предупреждаю тебя. Нет, это не так работает. В смысле, просто у нас есть привычка выше определенной суммы мы предупреждаем, а вышли какой-то еще одной определенной суммы, мы спрашиваем друг друга. Но мы просто не делаем такие покупки, мы делаем такие покупки совместно. То бишь? Ну вот, допустим, если мы покупаем что-то Ну давай, типа расскажи мне или механизм. Я хочу себе купить бас-гитару, нет, не электрогитару за $2000. Ну, я ты покупаю, мне Наташа. Говоришь об этом, да, а я тебе говорю, есть ли у нас эти деньги или нет. Если я сам не вижу, что ли, я ж на банк Не, ну если я считаю, что мне будет совсем херово, и я буду считать, что там на следующий месяц мы уберем с голоду, я буду тебе говорить о том, что мне тревожно. Ну, ты просто сначала сказал про яхту, потом сказал за 300 000, а потом сказал про бас-гитару за 2500. Не то, я себе позволить не могу, поэтому что я, блядь, буду выебываться. То есть, как бы, если бы ты начал говорить про яхту, я бы тебе сказала, никаких яхт, пока яхту у нас точно нет нормальной недвижки. Вот, то есть, вот это было бы прям совсем нет, и ты бы просто не стал мне об этом говорить, потому что это было бы какое-то совместное решение. Вот. А если это бас-гитара, то да, мы, скорее всего, бы придумали, в какой момент, сколько у нас должно быть денег на счету, чтобы мне было бы комфортно купить эту бас-гитару. Принимается совместное решение. Вот так. До какой-то суммы не уведомляется, после какой-то суммы уведомляется, а после еще какой-то суммы принимается совместное решение. Ну или, возможно, ты бы мне несколько месяцев говорил про эту бас-гитару, я поняла бы, что ты жить без нее не можешь, и подарила бы ее сама тебе на какой-нибудь праздник. Ну так постоянно бывает. Я очень люблю свою жену. И за это большинство коллег охуевает, какая у меня классная жена. Когда я там сижу, им рассказываю, например, вот сейчас посмотрел такую-то вещь, у вас такая, пользуюсь, объясняю, типа вот что. А потом прихожу, смотри, что у меня есть. Ты что, купил? Нет, мне жена купила. Очень классно, все радуются. Но при этом, кстати, вот, допустим, я бы, наверное, очень негативно бы восприняла, если бы ты мне дарил дорогой подарок. Потому что я бы это воспринимала как, типа, дрэг из нашего общего бюджета. Потому что скряга. Да. То есть... Она скряга просто, это нормально, когда живешь со скрягой. Ну да. Вот. Мне нравятся скорее какие-то недорогие подарки. Я становлюсь супер трудоспособной и супер вдохновленной. Меня вот этот момент изменений, прям крылья у меня вырастают, и мне кажется, что все классно. Мне нравится, когда моя жизнь меняется. А у Юры, наоборот, первые особенно дни, он обращает внимание только на плохое, ему все не нравится, он бубнит и так далее, и мне хочется проводить как можно меньше времени по отдельности в эти моменты. Я не знаю, Наташа слишком зануда. То есть я в эмиграции, быту чувствую себя, как мне нужно все привести в порядок. А Наташа может жить в хаосе долгое время. А мне, когда вокруг столько изменений, к чему нужно привыкать, да завали ты ебало свое. Собаки.
не понимают по-русски, к сожалению. Американские собаки. Мне нужно привести все в порядок. Наташа может жить в хаосе бесконечно долго. Вот. А я, чем быстрее перейду в порядок все, тем у меня все спокойнее. Вот. Поэтому с Наташей иногда в быту у нас расходящиеся друг с другом видения. Но при этом, опять же, исходя из тех же принципов, что и раньше, это уважение, можно пойти на уступки и не совершать какую-то совершенно невероятную хуйню. Можно жить даже и с такой женщиной. Что смотришь? Типа доминирую. Сказка для крипов. Мы покупали машину, и нам помогал чел новый совершенно, сейлсмен. Вот, видно, что он зеленый, только-только устроился. И он все время обращался за помощью к своему старшему. Во-первых, старший чувак напоминал Эрнеста Эспозито, по-моему, так чувака зовут, который актер из он много где играл. «Мандалорец», «Breaking Bad», чел, который продавал курочки, гриль с наркотиками. Вот. И в какой-то момент, мы уже все, близки были к продаже, захотели... Покупки, в смысле. Захотели покупать, что-то там Наташа решила стандартно спросить, а можно ли скидку? Угу. И что такое? Там стоит стул, поправил галстук. Скидку мы делать не будем, потому что спрос большой. Мы такие, спасибо, что выставился свое богатство, блядь. Мы все поняли. Не будем скидок просить. Все, блядь, понятно. Вот. Да, это было середина 2021 года, как раз, когда был большой дефицит машин. Пьер Форд, классный сервис. В США, да. И дилершипы продавали примерно так. На самом деле скидки не давали никому, но так... Можно было яйца свои не показывать. Можно просто сказать, скидку не дам. Как обычный человек, правильно? Нет скидок у нас сейчас. Скидок нет. Бля. Так вот. Что у нас в быту, вы спросите? А все очень просто. Я невротик, Наташа похуист. Вот. Я вырос в семье, где мать была, как сказать, все время думала о том, когда же к ней Елизавета, королева, придет с инспекцией. Начнем с того, что твоя мать была профессиональной домохозяйкой. И профессиональной домохозяйкой. Для нее поддержка чистоты в доме была как бы ее зоной ответственности. Типа искусством войны. Да. Сунь Цзы. Вот, неважно. В общем, 30 лет домохозяйства, типа того, может даже больше. 33, неважно. А факт то, что я был воспитан невротиком. Вот, поэтому порядок и чистота была, когда я вот именно в своем чем-то, было очень важно. На съемной или в общаге, блядь, было так на себе. съемной квартире точно так же. Да? Только ты съехал из общаги, я помню, что я поняла, каково жить с Юрой. До этого я жила с родителями, которым было поднасрать. Своими родителями? Да, со своими родителями, которым было поднасрать, и мне было поднасрать. Нет, у меня тоже были какие-то понятия о чистоте, о том, как все это должно выглядеть, и о моменте, когда мне уже станет некомфортно в этом жить. Но до этого даже не доходило, до этого не успевала доходить, потому что Юре становилось некомфортно намного раньше. Но... Важный момент. Наташа сейчас так говорит, мол, типа, я этот ебучий задрот, но никогда она особо не протестовала, когда у нас чисто было, когда она приходила в гости к другим людям, где был тотальный пиздец, или там более-менее не так, как у нас. Такая, ой, как грязно у них, блядь. Ну, конечно, у них грязно, Нет, так блядь. Я же говорю, у меня тоже были какие-то берега, просто они были намного более широкие, чем твои берега. Да. Но при этом, на самом деле, в чем была фишка Юры, Юра умел это все делать. То есть Юра умел убираться, Юра умел готовить, я ничего не умела делать. И я помню, что Юра мне рассказывал свои мамкины советы, мамкины методы. Мамкины методы, да.
И все домашние дела у нас были поровну с самого начала. Мне кажется, что Юра занимался домом даже больше, потому что просто в какой-то момент его задалбливало. За ней, блядь, убираться второй раз. Заебало. Ну да, было такое. Да, я посмотрю, как я в кадре сижу. Ну, наверное, действительно, Юра привнес в мою жизнь как-то больше любви к чистоте. Мы как-то подстроились, мне кажется, со временем друг к другу. Да, блядь, нихуя мы не подстроились. Наташа, если дай волю, она будет устроить свинарник только в путь и за ней следить. Ну, возможно, да. Я возможно, как лицо, да. которое за ней ходит, подчищает всегда, говорю, блядь, Наташа, если ей особенно не говорить об этом, она, бля, будет срать как не себя. Пиздец. Она и сейчас-то не особо, то есть под ней, она типа, знаешь, как она, как в том скетче было про стол, который положил что-то, оно исчезает. Вот, это примерно то же самое. Наташа просто не замечает, сколько я работать делаю, когда не видит. Я просто не говорю ей об этом, потому что если бы меня это напрягало, я бы ей сказал. Меня это не напрягает подтереть. До какого момента потом я ей говорю. Стараюсь сказать это ненасильственно, само собой, ненасильственным общением сказать, что вот, Наташа, так и так. Но я постоянно хожу, подтираю, а ты просто не замечаешь. Потому что что тебе настроение портить из-за этого? Не, ну сейчас уже, видишь, сейчас уже я вообще ничего не делаю по дому, если честно, потому Да, что мы нашли компромисс. у нас есть уборщица, а все остальное делает Юра. Ну, уборщица, в смысле, она так говорит, как будто у нас дома живет, в подвале где-то. Не, она приходит раз в 2 недели, да. Человек приходит, раз в 2 недели убирается спокойно себе. Клининговый сервис это называется. Уборщица это другое. Это называется клининговый сервис. Угу. Ну да. Вот. Уборщица это немножко по-другому. Мы поняли, что Наташа бездарь. Абсолютно. 2 плюс 2 сложить не может в плане уборки. Вот. Я заебался за нее переубирать. И мне самому объективно впадло это, блядь, делать так часто, как моя мать. Хотя хочется поддерживать такой же порядок. Ну просто я научился находить компромисс между тем, чтобы подтирать, убирать, не доносять до нее, чтобы у меня был комфорт некий. Уборщица делает все остальное. По дому как бы основные вещи делаю я. В доме, в смысле, не убираю, в смысле, там, а за состоянием дома, там, заражение водорослями, мхом, блядь, чем только пойми. Следить за пауками. У меня есть друзья-пауки, друзья-муравьи. Все такие вещи, там, следить за техническим состоянием вещей. Наташа делает, там, пускай женские вещи, наверное, там, стиральная машина, посудомойка. Ну да. Говорящая. Ну да, это, кстати, я что-то делаю по этому поводу, Ну, да, точно. Но в целом у нас есть разделение на мужские и женские, но не значит, что я не делаю женских, Наташа иногда не делает мужские. Просто оно такое разделение, кому что больше нравится. Вот. Мне не нравится мыть полы вообще, и подметать нахуй ненавижу. Поэтому этого никто не делает. Из нас. Это делает клининговый сервис. Да, ну, в общем, есть разграничения. И сразу говорю, то есть клининговый сервис это типа не дешевое удовольствие все-таки, да? Но то, сколько оно бережет нервов, Угу. Да. то, сколько оно времени бережет, и вот это постоянное давление на тебя, оно того стоит. Лучше ужаться в другом месте. Лучше, не знаю, там, блядь, в отпуск не поехать в какой-то момент, чем этим заниматься. Вот. Ну да. Оно стоит денег. Как психотерапия. Вот клининг и психотерапия, оно хорошая вещь, хорошая штука. Не, ну особенно для нас, потому что мы действительно довольно долго притирались в быту, потому что я помню, что Ну, с Юра невротиком меня сложно, конечно, отчитывал, допустим, довольно часто, когда я просто еще неуклюжий человек, я могу что-нибудь пролить, я могу что-нибудь Не кричи, рассыпать. Вот, а Юре это не нравится, то, что потом я еще и хреново это протру, это все будет липким и так далее. А мне как бы, ну, то есть, я не знаю, меня в детстве за это не ругали. Ну, то есть, как бы, мне, может, и говорили иногда, что я неуклюжая, но, как бы, меня родители за это не ругали, а тут вот у меня Юра, который меня отчитывает за это. И отдельно мы хотели с тобой поговорить еще о моментах вот именно переездов и иммиграции. Иммиграционного быта. Да, Да. само собой, конечно. То есть вообще отношения, быт и прочее. Ну, если мы, конечно, переезжали бы в страну, где ислам, и где женщина это ну, не пустое место, блядь, так сказать, а к женщинам относятся по-другому, более как к объекту объективизируют, да, наверное, было по-другому. Но из-за того, что мы уезжаем, наоборот, в более западное,
общество, где к женщинам... Вообще я узнал, что объективизация здесь, наверное, только по-настоящему. Что объективизировать это плохо на самом деле. Ну, в Вот. Литве, когда мы начали заниматься психотерапией, Да, ну в западном обществе, относительно западном обществе. Вот. В принципе, все вот эти вот проблемы, ссоры, отношения в быту, они не из-за иммиграции. Они могут быть из-за иммиграции, но в основном они просто как багаж, который ты с собой в другую страну привез. Ты эту проблему там не решил, с хера ли она здесь решится, когда ты переехал, правильно, в новое место. Соответственно, если вы типа переехали и начали больше ссориться, это не связано с иммиграцией. Это связано косвенно с иммиграцией, потому что у вас иммиграция добавила охуевшее количество стресса. И этот стресс обнажает слабые места в отношениях, обнажает нерешенные проблемы, и как карточный домик одна за другим проблемой сваливается, и ты находишься в плохом состоянии, плохом месте эмоциональном. Вот. Ну, видишь, некоторые люди вообще говорят, что в эмиграции семья создается заново. То есть люди выстраивают заново отношения. Знаешь, мне кажется, что помимо того, что ты сказал, что просто у вас огромное количество дополнительного стресса, дополнительных задач и так далее, есть, во-первых, разные реакции на изменения. Ну, то есть, и вот у нас это однозначно просматривается, что для меня изменение — это что-то вау, очень воодушевляющее, вдохновляющее и так далее. Для тебя изменение, тебе хочется заземлиться как можно больше. Мы просто научились друг с другом сосуществовать в этот момент. И как бы уважать, опять же, то, что мы по-разному на это реагируем. А второе, мне кажется, это то, что когда ты переезжаешь в новое место, тебе нужно к нему адаптироваться, к культуре. И люди оба так или иначе адаптируются, просто часто люди адаптируются с разной скоростью. И люди могут стать очень чужими друг другу. То есть люди, которые были близкими, когда они жили в одной культуре, в одном месте, и если один человек очень сильно адаптировался, а второй все еще держится за старое, люди могут стать абсолютно чужими друг к другу. Ну да, например, там ты можешь стать ебанутой фемкой, а я голосовать за Трампа. Да. И кто хуй мы уживемся после этого. Да, однозначно. И таких ситуаций очень много. Но другое дело, что у нас этого не было. Мы, наверное, примерно с тобой одновременно адаптировались. Про ебанутых фемок это не в смысле я против феминизма, это просто такой локальный мем. Не обращайте внимания. Но в смысле человек, который Я не люблю радикалов, а можно радикализировать в обе стороны. Трамп голосует, я не буду, нет. И прав нет, блядь. Не, ну на канале меня называют ебанутой фемкой. Ну вот, да, я ебанутая фемка. Я поэтому и говорю. Для тебя, наверное, более радикальные люди. Да. Но вот разные реакции на переезды, это у нас действительно прям очень четко прослеживается. Но мне кажется, что мы научились из этого какую-то пользу извлекать. То есть вот я, допустим, в своей состоянии эйфории, и я об этом говорила, я даже к психиатру с этим пошла. Ёб твою мать, это ящерица. Ну да. Это интересно, ящерица или змея? Не, ящерица. Кек. Блять, вот и сыкло. Я, блядь, тихо. Она ж там милая. ползает что-то. Я красивый маленький мальчик, блядь, дай мне пожить еще. Я не знал, что у нас ящерица водится. Ну так вот, я в этом состоянии супер дееспособна и могу выполнять вот прям задачи. У меня есть список, я, мне кажется, могу сделать там в 2-3 раза больше, чем я сделала бы в обычный день, просто потому что из меня хлещет энергия, мне хочется меньше спать, я знаю, что я отыграюсь. В смысле, мой организм на мне отыграется за это через какое-то время, у меня будет такое упадочное состояние, но это наступит после того, как все задачи будут выполнены. Это же та же самая ящерица, ну уползла она. Да, закругляться, блядь, потихонечку. Ну вот, но при этом, допустим, если планы меняются и нужно что-то перестраивать, или если что-то пошло не по плану и нужно продумать, у меня в этот момент начинается очень сильная тревожность,
и желание что-то сделать прямо здесь сейчас. И если я что-то делаю прямо здесь сейчас, не факт, что самый умный и самый полезный поступок. Поэтому на этот случай у меня есть Юра, который может как раз спокойно сесть и что-то пропланировать. Я помню, как-то мой брат сказал, что Юра у нас за стратегическое планирование отвечает в семье. И это правда. Это правда. Юра действительно готов делать долгосрочные, довольно подробные планы. А я вот, наверное, как в жизни, так и в эмиграции живу вот такими тактическими задачами. Да, я такой, она такая. Я помню, что когда вот последний раз мы переезжали в Америку, у меня прям ощущение было с первого момента, когда мы пересекали таможню, что я приехала домой. Да, я понимаю, что это состояние было вызвано именно вот эйфорией, моим ответом моего организма на изменения позитивные в жизни. Но при этом мне было очень классно в этот момент. Рядом был Юра, которому не нравилось абсолютно все. Вот все, что он видел вокруг, все у него вызывало какие-то проблемы. И я помню, что действительно тяжело находиться в таком состоянии, когда тебе очень хочется всему радоваться, тебе все очень вокруг нравится, рядом с тобой супердепрессивный человек. Наверное, да, наверное, если бы мы не проходили перед этим психотерапию, если бы у нас не было в тот момент психотерапевта, который поддерживал Юру с одной стороны, а с другой стороны, к которому я могла прийти и просто высказать, как меня бесит мой муж, да, как он меня заебал, то все это проходило бы намного хуже. Ну, намного хуже насколько? Ну, я думаю, что мы бы ругались, потому что мы, когда переехали в Америку, мы практически не ругались, и это было удивительно. То есть я... Что удивительно? Ты же сама сказала, что мы психотерапевтом занимались. Я имею в виду, что даже с учетом того, что у нас был психотерапевт, это было удивительно. Не, ну, типа, необычная мигрантская история. Переезжают, блядь, психотерапевтом и прочее. Типа, это, да. типа, довольно, ну, необычно. Да. Поэтому, возможно, это нерелевантно будет для достаточно большой прослойки населения, которое переезжает. Вот. Но совет какой главный был, это как можно больше друг с другом разговаривать. Не откладывать вещи на долгий ящик. Ну и, наверное, уважительно относиться, потому что, кажется, иногда очень легко подумать, что человек хочет тебя разъебать. Что человек так ведет себя, потому что он охуел. Или потому что он хочет испортить отношения. На самом деле нет. Люди просто очень по-разному реагируют на изменения. И два человека в паре могут очень по-разному реагировать на изменения. Любить и уважать друг друга, даже в эмиграции. Вот что я хотел пожелать. А если не любите, то разводитесь. Хер ли мучиться, правильно? В общем, трезво оценивайте ваши отношения, пытайтесь найти компромисс, а если чувствуете, что вам в эмиграции с человеком не по себе, и вы тратите кучу энергии на то, чтобы что-то решить, ничего не меняется, настало время двигаться дальше, наверное. То, что эмиграция меняет людей, да, Наташа объяснила причины, культурная разница отдаляет людей друг от друга, но как мне кажется, в большинстве случаев, когда говорят, что иммиграция и отношения, быт, и все это становится, люди заново семью строят, я все еще считаю, лично мое мнение, что это просто багаж, который не решен был раньше. Ты можешь попасть в ситуацию, когда у тебя в твоей стране случаются невероятные сложные жизненные условия, которые разъебывают тебя точно так же, и ты разводишься, и не важно, что переехал или нет. Просто багаж, фундамент отношений. Дополнительный стресс подсвечивает то, что до этого, возможно, на что можно было не обращать внимания до этого. Ты ужился и нормально живешь себе, а потом бац, случился какой-то пиздец, и ты видишь, что так жить ты больше уже не можешь, потому что условия поменялись. Иммиграция — это изменение условий, комплексное изменение условий. Поймите меня правильно, культурное, финансовое, все что угодно. Но базово отношения, это, блядь, да. Кстати, например, успех меняет людей. Был нормальный мужик, стал в эмиграции дохера зарабатывать и превратился в долбоеба. И наоборот, женщина, то же самое. А у женщины, кстати, может быть, что у нее было какое-то дело до эмиграции, а переехав в эмиграцию, она не может найти себя. И на самом деле я видела очень много женщин, которые на этом просто сдавались.
То есть они говорили, все, моя жизнь закончена, теперь я домохозяйка, здесь я никогда не найду работу и так далее. Мне кажется, что это не очень хороший путь, если честно. А про то, что разводиться или не разводиться, мне кажется, что здесь довольно четко, знаешь, если два человека хотят что-то исправить, мне кажется, в большинстве случаев они могут это исправить. Да? Но в основном проблемы возникают, когда один хочет что-то исправить, а второму абсолютно пофиг. И вот это в не важно, такой блядь, где может ситуации, произойти. да. У тебя дома, блядь, в Бирюлево или здесь, в Вашингтон-Стейт. Неважно. Там, например, могу еще сказать, ребенок, когда появился. Женщина превращается в домохозяйку и больше работать не может. Или двое детей, или трое детей. Или был ребенок один, стало еще двойня после родов. У нее трое детей, она теперь ничего делать не может. Так что это, не про, это, блядь, не про иммиграцию, это про беды с башкой. Вот и вывод. Про большие Лечите изменения, беды с которые башкой. подсвечивают беды с Все, башкой. блядь. Не значит, что мы с ней будем до конца жизни вместе. Хотя бы мне бы хотелось, ей, наверное, хотелось. Но если не будем лечить беды с башкой, ну, блядь, будет хуево, короче. На этом я бы хотел закончить подкаст, потому что жарко пиздец, а я в ебаной жилетке. Вот, мог бы раздеться, но не будем об этом. Желаю вам хороших, теплых и качественных историй переезда, если вы переедете. А если вы переехали, то чтобы ваши отношения либо улучшились, либо вы стали свободными и почувствовали себя освободившимися. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Если нет вопросов, просто пишите комментарии. Или не пишите комментарии. Ставьте лайки. Блять, опять какую-то хуйню начал говорить. Наташа, хуль ты молчишь? Давай ты говори что-нибудь. Если есть вопросы, задавайте. А если нет вопросов, то спасибо за просмотр. С вами были Юрий Ви и Наташа Ви в видеоподкасте «Сказки для крипов». До встречи. Пока. Пока-пока. Блядь, ты издеваешься? Наташа, это нормально, это называется абсурд. Комедия абсурда. Что ты, блядь, серьезно? Все тебя учить надо.